Путин проводит срочные переговоры. На связи Лукашенко, Токаев и Мирзиёев. Москва требует от НАТО отступить. Официальные заявления из России и Вашингтона. Новые детали. Зеленский в США. На повестке дня территории Украины. Почему в преддверии судьбоносного разговора признался, что не знает, о чем говорил американский президент с Путиным. Отступить придется Москве и Киеву, заявляет Америка. Макрон дает совет Украине признать потерю территорий военным путем. Детали скандального заявления из Парижа и заявления о вводе иностранных войск в Украину. Куда именно? Международное предупреждение. Масштабная авария на Ленинградской АЭС. Почему в Латвии готовятся к такому исходу? Антиправительственные протесты. Беженцы в ЕС срывают экзамены по языку, чтобы сидеть на социале. Срочная эвакуация граждан Узбекистана из России. И 4-дневная рабочая неделя ради здоровья сотрудников. Обзор важных событий. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Международное предупреждение. Авария на Ленинградской атомной электростанции. К ЧП на этом стратегическом объекте готовится Латвия. Спецслужбы страны отработают алгоритм действий согласно такому сценарию. Пока же это просто сценарий в рамках масштабных учений по гражданской обороне «Радекс-2025». Спасатели военные и местные власти отработают несколько сценариев на случай угроз, которые могут возникнуть из-за утечки химических, биологических, радиоактивных веществ и нефтепродуктов. По легенде, в нескольких городах власти получат сигнал о чрезвычайной ситуации на Ленинградской АЭС. А недалеко от Риги, возле Монгольсальской дамбы, произойдет условное крушение танкера. Разлившиеся нефтепродукты приведут к экологической катастрофе. Загрязнение, согласно сценарию учений, затронет людей, домашних животных и прибрежную экосистему. Тем временем на севере Латвии, возле города Валмиера, оперативные службы отработают действия после поступления условного сигнала об аварии транспортного средства, которое перевозило опасный биологический образец. По легенде, в результате этого ЧП окружающая среда и люди подвергаются воздействию бактерий сибирской язвы. Всего в рамках масштабных учений по гражданской обороне будет отработано 5 сценариев угроз. Также запланирован отдельный обучающий эпизод, в котором моделируется взрыв с широким спектром эффектов. Его цель – отработка алгоритмов действий учреждений и оперативного реагирования. Подробности о месте учений не разглашаются по соображениям безопасности. Оперативные службы будут выезжать на место проведения практических занятий как реальный вызов. Поэтому ГПСС предлагает жителям с пониманием отнестись к возросшему движению оперативного транспорта и возможным временным ограничениям движения на одном из учебных эпизодов. Рабочая схема. Беженцы в Европе специально проваливают языковые экзамены, чтобы не идти работать. С такой проблемой столкнулась Австрия. Местные СМИ сообщают, что не изъявляют желания хорошо сдать экзамены по немецкому языку сирийцы. Часть из них сознательно не сдает языковые курсы. Причина проста. Если владеешь немецким, обязан идти на низкооплачиваемую работу. Не сдал экзамен, остаешься на содержании государства. Работники джоб-центров бьют тревогу. Даже врачи и инженеры из Сирии оказываются за бортом. Их дипломы не признают, а предлагают только уборку или подработку на складе. Опять же, система работает просто. Язык выучил – иди работать, не выучил – пособие продолжает капать. И это при том, что по данным Фонда интеграции 2/3 беженцев вообще с трудом читают и пишут, а почти половина полностью неграмотные. В то же время большинство беженцев имеют большие трудности с грамотностью. По данным Австрийского фонда интеграции, 2/3 прибывших нуждаются в обучении чтению и письму, а 44% из них абсолютно неграмотные. Это делает проблему массовой. Для многих проще получать государственную помощь, чем идти на работу. Путин проводит срочные переговоры. Звонки из Кремля в Ташкент, Минск и Астану. На линии Мирзиёев, Лукашенко и Токаев. Все они теперь в курсе того, что произошло на Аляске. Тем временем в Европе свои переговоры. Зеленский уже встретился с европейскими лидерами и вместе с ними отправился в Вашингтон. День X настал. Новая встреча в Белом доме. Там, где полгода назад у него произошел громкий скандал с Трампом. На этот раз, отмечают западные СМИ, напряжение тоже будет витать в воздухе. На повестке дня территории Украины. Перед прилетом в столицу США Зеленский делает громкое заявление. Не знает, о чем Трамп договорился с Путиным. И это несмотря на то, что Трамп позвонил и Зеленскому, и европейцам сразу после переговоров в Анкоридже.
Прежде всего, я не знаю, о чем на самом деле говорили Путин и президент Трамп. И я хочу, чтобы президент Трамп рассказал мне много деталей, а затем европейским лидерам. И тот факт, что президент Трамп дал сигнал о гарантиях безопасности, для меня гораздо важнее, чем мысли Путина, потому что Путин не даст никаких гарантий безопасности. Гарантии безопасности – это сильная армия, и только Украина может ее обеспечить. Зеленский на этот раз с большой группой поддержки. Вместе с ним, как утверждают мировые СМИ, будет Макрон, Стармер, Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Мерц, президент Финляндии Стуб, итальянский премьер Мелони и генсек НАТО Рютте. Но перед ними откроется дверь не сразу. Бильд уточняет, Трамп уже решил. Сначала разговор с Зеленским тет-а-тет. Президент США Дональд Трамп решил провести встречу 1 на 1 с Владимиром Зеленским. Хотя украинского лидера в Вашингтон сопровождают канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие европейские политики. Источники Бильд сообщают, что только после переговоров тет-а-тет между президентом Украины и США к ним присоединятся представители ЕС и НАТО. Планируется совместный рабочий ужин и обсуждение в расширенном составе. Передел Украины, изменение ее границ, всю неделю только и разговоров об этом. В ЕС заявляют, только Киеву решать, как быть дальше. Урсула фон дер Ляйен перед вылетом в Вашингтон делает заявление. Международные границы не могут быть изменены силой, но последнее слово за Зеленским. Украина должна иметь возможность защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Не должно быть никаких ограничений для вооруженных сил Украины, будь то сотрудничество с другими третьими странами или помощь от них. Никаких ограничений для украинских вооруженных сил. Как я часто говорила, Украина должна стать стальным дикобразом, неудобоваримым для потенциальных захватчиков. Макрон при этом, судя по заявлениям, находит вариант и дает совет Зеленскому. Можно пойти на территориальные уступки и признать, что земли утрачены, но не признавать эти земли российскими. Вот что предложил президент Франции. Вслушайтесь. Страна вполне может, в рамках перемирия, прекращения огня или мирного договора, признать территории, которые она утратила, территории, которые оказались замороженными. Это не означает признание их суверенитетом другой стороны, но означает признание того, что они потеряны военным путем. Это не противоречит международному праву, но является очень серьезной уступкой. И, как я уже говорил, это не мне решать. Однако после 3,5 лет такого конфликта, с таким количеством человеческих жертв, ни одна страна не может согласиться на территориальные потери, даже де-факто, если она не получает гарантии защиты остальной части своей территории. Кроме того, Великобритания и Франция накануне подтвердили, готовы отправить свои войска в Украину для обеспечения безопасности после прекращения боевых действий, а также помочь защитить небо и моря Украины и восстановить ее вооруженные силы. Это была цитата. Путин для завершения войны потребовал отдать в 15 раз больше территорий, чем он готов вернуть Украине, пишет издание Moscow Times. Госдеп США заявляет, отступить придется не только Киеву, но и Москве. Иначе к компромиссу не прийти. В Америке дают понять, невыгодно будет всем и заявляют, что идеальная цель на данный момент – это не прекращение огня, а полноценное мирное соглашение. Все начинают переговоры, желая получить 100% того, что хотят. Это касается Украины, но, очевидно, и русских. Единственный способ достичь соглашения в бизнесе, политике или геополитике – это чтобы каждая сторона что-то получила и что-то отдала. Это очень сложно. Если бы это было просто, война не длилась бы 3,5 года. Чем дольше идет война, тем сложнее ее завершить. Потому что одна сторона всегда ищет рычаги над другой. В данном случае это также касается русской стороны. Поэтому Зеленский приезжает в Вашингтон вместе с европейскими лидерами. Поэтому президент звонил им с самолета, 2 часа разговаривал посреди ночи. И поэтому мы взаимодействуем с ними на каждом этапе. Мы пытаемся найти то, с чем обе стороны могут согласиться. И это сложно. Это трудный набор вопросов, но мы посвящаем этому много времени, и президент заслуживает признания за это. Трамп накануне вновь заявил, США достигли большого прогресса по России. При этом переговорщики, которые были с ним плечом к плечу на Аляске и говорили с Путиным и его командой, не раскрывают деталей. Ни Рубио, ни Уитков не стали отвечать на вопрос, что предложил Трамп Путину и чем конкретно готов жертвовать Путин. При этом Уитков дает понять, Москва готова идти на уступки и подтверждает информацию из СМИ. Украина должна отступить с территории Донбасса. Этого хочет Кремль. Кроме того, Путин
Путин требует, чтобы и НАТО отступило. Никакого продвижения на восток, никакой Украины в Североатлантическом альянсе. Предлагаю послушать. Есть 5 регионов, которые, по нашему мнению, всегда были сутью сделки. Русские ранее заявляли, что хотят административные границы, то есть фактические законные границы, а не линии соприкосновения. Русские пошли на некоторые уступки за столом переговоров по всем 5 регионам. Важное обсуждение предстоит по Донецкой области и тому, что там произойдет. Путин сказал, что вступление в НАТО — это красная линия. Поэтому мы обсуждали, смогут ли украинцы с этим согласиться и жить с этим. Все будет зависеть от того, с чем украинцы смогут согласиться. Но если они смогут, то мы добились следующей уступки. США могут предложить защиту, подобную статье 5, что является одной из главных причин, почему Украина хочет вступить в НАТО. Военные аналитики уже подсчитали и дали ответ на вопрос, почему Россия требует вывода ВСУ. В Лондоне заявляют, если Украина не отступит, то России потребуется более 4 лет, чтобы полностью взять контроль над 4 украинскими областями – над Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Мировые СМИ пишут, Зеленский оказался перед тяжелым выбором, ведь любые территориальные уступки негативно воспримет украинское общество. А что думают украинцы, готовы ли к такому варианту? Давайте послушаем мнение людей, проживающих в Киеве. Не для этого у нас парни умирали на территориях, чтобы мы их отдавали просто так. И тем более, это наши территории, там живут наши люди. Так или иначе, какие бы они ни были, русскоязычные и так далее, это наши украинцы. Поэтому, соответственно, эти территории должны оставаться у нас. Выйти из Донецкой области на неукрепленные районы, и потом Путин скажет: «Ой, я передумал, я снова буду наступать дальше, когда у нас нет укреплений, ничего». Для Украины лучше бороться без поддержки США, чем пойти на те условия, которые есть сейчас. Знаю, что многие из вас неоднократно писали в комментариях, что чем дальше от линии фронта, тем воинственнее граждане, и что мнения полярны у тех, кто живет на востоке, и тех, кто живет на западе страны. Друзья, чего ожидаете от событий в США? Верите ли вы, что сейчас решающая неделя? Поделитесь своим мнением под видео. Спасибо вам за каждый лайк и подписку на этот канал. А я продолжаю. Страна охвачена протестами. В Израиле продолжаются массовые антиправительственные митинги на фоне планов Нетаньяху захватить Газу. Накануне тысячи израильтян по всей стране вышли на общенациональную забастовку. Демонстранты размахивали израильскими флагами и несли фотографии заложников. Некоторые протестующие перекрывали улицы и шоссе, в том числе основную трассу между Иерусалимом и Тель-Авивом. Люди требуют, чтобы премьер-министр заключил соглашение с Хамас об освобождении заложников в Газе. В знак солидарности с семьями заложников и погибших некоторые рестораны и театры приостановили работу на весь день. В этот день израильская полиция задержала 38 демонстрантов, которые блокировали дороги. По данным местных СМИ, правоохранители использовали водометы, чтобы разогнать людей с дорог. Нетаньяху при этом обвинил протестующих в том, что их действия играют на руку Хамас. Те, кто сегодня призывает к прекращению войны без поражения Хамаса, не только укрепляют позицию Хамаса и задерживают освобождение наших заложников, но и обеспечивают повторение ужасов 7 октября снова и снова. А наши сыновья и дочери будут вынуждены сражаться снова и снова в неоканчиваемой войне. Поэтому, как для продвижения освобождения наших заложников, так и для того, чтобы гарантировать, что Газа больше не представляет угрозу для Израиля, мы должны завершить задачу и победить Хамас. Срочная эвакуация граждан Узбекистана из России. В ближайшее время домой вернутся 100 узбекистанцев, которые сейчас живут в Санкт-Петербурге и еле сводят концы с концами. Об этом сообщает информагентство «Дунё». Акция проводится в рамках благотворительной программы «Возвращение на родину» при поддержке Генконсульства Узбекистана. «Дунё» также пишет, что так власти Узбекистана заботятся о своих гражданах, попавших в сложные жизненные обстоятельства за пределами страны. Все участники программы получили специальные сертификаты на возвращение и авиабилеты. Напомню печальную статистику. В прошлом году в Узбекистан из России доставили тела 474 трудовых мигрантов. У всех умерших была легальная работа в РФ. Кроме того, в 2024 году в Узбекистан также были возвращены 775 граждан, которые оказались в сложной ситуации за границей, и 182 человека, получивших серьезные травмы.
Понедельники отменяются. Ученые из Бостонского колледжа доказали, 4-дневная рабочая неделя лучше 5-дневки во всех отношениях. В исследовании задействовали более 140 компаний из США, Великобритании, Австралии, Канады, Ирландии и Новой Зеландии. Во время эксперимента сотрудники этих организаций работали 4 дня в неделю, а ученые следили за их психологическим и физическим здоровьем и, конечно, производительностью. Ведущий автор исследования Вэнь Фань в интервью BBC рассказал, что когда испытательный период закончился, 90% участников решили сохранить 4-дневный график, поскольку результат был налицо. Люди стали активнее и веселее, а руководители заметили рост производительности и доходов своих компаний. Новая работа ученых – еще одна в растущем массиве исследований, связывающих более короткую рабочую неделю с улучшением здоровья, баланса между работой и личной жизнью и общим повышением удовлетворенности жизнью. Совсем недавно другое исследование показало, что длительный рабочий день может изменить структуру мозга. Друзья, сколько дней в неделю вы работаете и как вам идея с 4-дневной рабочей неделей? Может, кто-то из вас работает именно так? Расскажите, как это, поделитесь своим опытом в комментариях, а мы, читающие, просто позавидуем и порадуемся за вас. Итак, хорошего вам дня и недели, друзья. Спасибо вам за просмотр. До встречи уже завтра. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите.